расскажем вам о программе психологического сопровождения семьи особого ребенка, которая реализуется в Центре содействия семейному воспитанию «Вера, Надежда, Любовь». Центр находится в городе Москве. Это учреждение интернатного типа, в котором воспитываются дети с различными нарушениями в развитии. В течение нескольких лет мы последовательно внедряем модель психологического сопровождения семьи особого ребенка в нашем центре. Мы понимаем, что семья – это важнейший ресурс развития ребенка, и наша цель – мобилизовать этот ресурс с помощью профессиональных инструментов, которые мы здесь разрабатываем. Несколько слов о модели. Мы назвали нашу модель «Куратор семьи». Работа эта совершенно новая, поэтому все ее составляющие представляют новый функционал, которого раньше не было в таких учреждениях. Модель включает 4 основных блока. Блок психолого-консультативного отделения организует, планирует, контролирует деятельность кураторов семьи. Фактически это центр коммуникации в нашей модели. Основное звено модели – куратор семьи. Каждая семья в центре закреплена за определенным куратором. Куратор семьи – это человек, который управляет коммуникацией между семьей и учреждением. Он плотно взаимодействует с родителями, оповещает их о различных мероприятиях, первым узнает о проблемных ситуациях, сообщает о трудностях специалистам, помогает семье в решении проблем. Блок «Профессионалы» включает всех специалистов, которые работают с ребенком. До некоторых пор узкие специалисты, такие как дефектологи, логопеды, педагоги, работали только с ребенком. В данном же случае задача профессионала меняется. Это более плотная работа с семьей, вовлечение родителей в ту работу, которую они ведут с ребенком. Четвертый блок нашей модели – профессиональные помощники. В нашем центре есть и волонтеры, но мы считаем, что для семей с особым ребенком необходимы профессиональные помощники. Это люди, которые получают специальное образование – социальные работники, дефектологи, логопеды, психологи. Наши помощники – важнейший ресурс помощи. Это будущие кадры для учреждений и будущие приемные родители. Для них проводятся супервизии нашими специалистами, с ними взаимодействуют кураторы. Давайте теперь посмотрим, как на практике работает наша модель сопровождения семьи особого ребенка. Прежде всего, это работа с мотивацией родителей. Существует многолетняя традиция, которая отводит родителю место как максимум помощника. Родитель может иногда прийти и помочь, а если он не хочет или не успевает этого сделать, специалисты и сами справляются с задачей развития ребенка. Сейчас мы пересматриваем эту работу и рассматриваем родителя как партнера в работе с ребенком. Это работа кураторов, руководителей учреждения, специалистов по вовлечению семьи в общий процесс. Рабочая атмосфера, когда вот такой семейный совет решает, планирует нашу вообще вот такую совместную жизнь и ответственность за наших замечательных детей. Случилось так, что мы вот первые, наверное, выстраиваем вот те регламенты, если говорить таким сухим языком, те концептуальные вещи, которые должны произойти. Ключевое изменение – это семейно-центрированный подход. Не имеет значения кровная семья, замещающая семья, но в основе жизни ребенка лежит семья. Чтобы он был с вами, чтобы родители не боялись своего собственного ребенка, чтобы они умели с ним общаться на том языке, который ему необходим, владеть теми инструментами, которые мы вам поможем освоить и присвоить, чтобы это приносило удовлетворение и вам, как родителям, и влияло на развитие ребенка и его более устойчивый социальный статус. То есть вот это наша с вами общая задача. Мы от вас ждем поддержки, мы от вас ждем совместного труда в пользу наших общих детей. То есть именно вот вы понимаете, зная особенности своих детей, ну что надо, чтобы действительно это была поддержка семьи, а не, ну, скажем, насаждение какой-то модели, директивным методом и так далее. Вот наши ожидания ровно такие, что вы, именно вы являетесь экспертами
конкретной ситуации, и наверняка у вас есть понимание, фантастика или реальная задача, которую с вашей помощью можно реализовать, и действительно создать учреждение, в котором будет комфортно детям, то есть безусловно. Другая форма работы с родителями – серия коучинг-тренингов, в которых принимают участие сами родители, а также кураторы, специалисты, медицинский персонал, воспитатели. Профессионалы доступным языком рассказывают родителям о заболеваниях детей, способах продуктивной коммуникации с ребенком с учетом диагноза. Часто бывает, что ребенок, покидая стены учреждений, резко меняется. Родитель не всегда оказывается способным справиться с проблемами в его поведении. Профессионалы делятся своим опытом по решению подобных проблем на примерах реальных ситуаций. Родитель в таком формате работы является полноправным партнером в поиске совместных со специалистами решений. Речь понимает, инструкции простые выполняет, кушать может самостоятельно, одеться может самостоятельно, может, но не всегда хочет. Я ее стараюсь, как сказать, смешить. Мы с ней орем друг на друга, но в какой-то момент я начинаю делать это смешно. То есть ей надо выпустить пар, я тоже иначе чашки она выпускает пар, где-то плачет, где-то она может даже там меня ударить. Я говорю, мне больно, она меня тяжелеет. И как-то вот переключаю. Я бы его постаралась бы с ним обсудить, куда-то его увидеть, а потом стала бы разбираться с персоналом, со всеми остальными вопросами. Почему он растет, и удары становятся сильнее. Почему я забила? Потому что он растет, удары становятся сильнее, он смотрит, куда бьет. То есть я в последнее время ходила вся расцарапанная, вся недавно. Мы делаем первые шаги такие совместные, и мне очень понравилось, как эта группа происходила, очень красиво, когда и специалисты, и родители вместе искали решение. Итак, группа номер 1, которая сидела вот там у нас, которая у нас была самая... Задача номер 3. Ребенок у нас не говорящий, напоминаю, да? Ребенок у нас разбил уже витрину, а мы сейчас, как родители и специалисты, решаем, что можно было сделать маме до того, как это произошло, что нужно делать во время того, уже свершилось. И если вы еще скажете нам несколько советов, а что же маме нужно делать, когда она вышла из магазина с этим ребенком? Все-таки помилуйте, да? Итак, кто у вас докладывает? Я попробую Давайте сформулировать все, что значит. значит. Ребенок у нас не говорящий. Да, ребенок много чего понимает, умеющий манипулировать с персоналом в ДДИ и Отличный ребенок. Мальчик у вас, девочка? Мальчик. Мальчик у вас. Если ребенок, мы чувствуем, что ребенок нас не слышит, попытаться сделать и начинает все-таки заводиться, не принимая наши предложенные обстоятельства, попытаться отвлечь его любимой игрушкой, которая у нас с собой есть, или любимой какой-то штучкой, там, звенящими ключами, какой-то там мягкой, которая у нас есть с собой для этого ребенка, чтобы его имелась возможность. Можно я добавлю? Просто я не успела сказать. На станции в эфире. Сам процесс складывания всего подряд в тележку. То есть ей не важно, купим мы это на выходе или нет. Ей нравится просто все хватать в тележку, вот с этой тележкой, с продуктами в основном. Во, у меня сколько всего, потом мы спокойно все это раскладываем по полкам, покупаем то, что нам нужно, хлеб, молоко, там, ну, То понятно. есть дать возможность положить. Ей нравится играть в магазин, но не в игрушечный, она ненавидит игрушки, заменяющие жизнь, она не хочет если жизни вот этой. простроить эту игру. Да, и мы с ней ходим, мне плевать на мнение окружающих, как мы там себя ведем, она с этой телегой, ей нравится накладывать. Знаете, в тот момент, когда это происходит, возникает множество чувств. Другое дело, что они так раскладываются, и есть какие-то первичные, какие-то вторичные, но там будет обязательно в этот момент чувство бессилия. Абсолютно точно. Почему поэтому слезы? Не только чувство злобы, но обязательно будет бессилие и безысходство. Поэтому это естественная реакция. Теперь у нас вторая практика. Пригласить маму и поговорить с ней, спросить, как он ведет себя дома, что ему нравится, что ему не нравится, в чем причина его агрессии. Но опять вторая проблема, мама не идет на контакт, она не хочет общаться, и она категорически против медикаментозного лечения, что, как мне кажется, что в таком случае это очень сложная ситуация.
сожалению, это тоже встречается такое. И мы не вправе говорить, что там мама плохая. Так складывается ситуация, что мама не может совладать со своими чувствами, да, и предпочитает держать некоторую дистанцию. И мы говорим сейчас, что это очень больно, это очень больно. И поэтому мы говорим сейчас о том, что вот наши усилия как специалистов, они направлены на то, что ближе вот контакт с вами, с родителями, с каждым из вас, для того, чтобы вы могли вот как раз свои проблемы эти обсуждать. Себя восстанавливается, все приходит в нормальное русло, чему я очень рада, потому что да, тогда я уже думала вообще куда бежать. И здесь уже, я говорю, мне уже до трясучки. Ты тут психовала, наверное, врачи помнят меня в этом состоянии, я всем размеренной так ходила, а потом у меня просто появилась паника и психоз. Каждый звонок, когда я видела слово интернат или медики, я трубку брать не хотела, потому что ну, это жуть какая-то была. Я жила в аду. Вот так же хорошо, что сейчас вы. Мне очень понравилась практическая часть, как я на ней отдыхала. Очень рада, что есть родители, которые реально понимают, что будет дальше, и переживают за это, да, что мы не вечны, да, мы никто не вечен, что будет с нашими детьми, никто не знает. Это самое главное, что мы это понимаем. Мне очень жаль, что из моих родителей вот было только 2 человека, один ушел, остался один, хотя многие обещали прийти, они потеряли очень много. Да, их дети еще маленькие, но все, время идет, и они растут, и проблемы создаются все больше и больше, а здесь достаточно можно реально все это обсудить, получить какие-то советы специалистов. Конечно, хочется очень много сказать, в теории было мало сказано. Хочется еще больше сказать, и кого-то там интересует больше речевое развитие, но если надо, я могу ответить на все вопросы потом отдельно, кого-то это интересует. А так, я отдыхала, я очень рада. Когда мы готовили это, и когда мы думали о том, пойдет тренинг, не пойдет, и захотят ли родители или не захотят там последующие тренинги, будет ли заинтересованность, очень приятно, что вы такие активные, и что с вами можно работать и хочется работать. Надеюсь, что с родителями у нас будет контакт тесный, да, мы научимся понимать друг друга, ну и помогать друг другу. Я тоже пойду отсюда с положительными эмоциями. То, что мы здесь сегодня собрались, говорит о том, что мы все друг к другу открыты для контакта. Мало что было сказано про психотропную терапию, но иногда она является ключевой такой составляющей, без нее ну никак. Иногда это поддерживающее что-то, иногда это временный какой-то такой отрезочек для ребенка, который принимает психотропную терапию. Пожалуйста, у кого есть вопросы, мы открыты. Спасибо, конечно, что все пришли. Я все-таки немножко, наверное, побольше знаю проблемы наших родителей, потому что я с ними веду ну, очень такую объемную работу, как социальный работник. И я буду очень рада, что именно вот начало нашей встречи для наших родителей это будет действительно вот какой-то первый шаг, первое знание, и это мы будем, конечно, продвигать дальше, чтобы обязательно вы, родители, участвовали в этом. Спасибо вам. Мне очень нравится находиться в компании людей, заинтересованных, целенаправленных. Да? Родители, вы сказали о том, что они одиноки. Вот, знаете, педагоги тоже одиноки. Приходишь домой, начинаешь о работе говорить, ты опять о работе. А тут пришел и говори себе о работе. Все, что там наработал, увидел и так далее. Много еще, конечно, хочется сказать, но поспешать надо медленно, мое глубокое убеждение, поэтому думаю, что мы еще успеем. И знаете, я поймал себя на мысли о том, что, наверное, эти вот встречи с родителями важны даже для педагогов в большей степени, потому что сезон заканчивается, скоро каникулы, вот этот поток он идет, мы устаем. И профессиональная деформация не только в положительную сторону, они бывают не очень положительную сторону. И вот эта вот связь, вот эта рефлексия, она очень важна, потому что когда мы видим вас, ваши те живые эмоции, у нас появляются новые силы, которые вот, да, уже иногда кажется, вот, все, нет сил какую-то ситуацию преодолеть. И когда ты уже видишь родителей, вот эти, то, что действительно помощь твоя нужна, это подбадривает и дает вот новые силы решать текущие проблемы, ситуации. Спасибо большое. Очень интересный, конечно, вопрос, что я для себя подчеркнула.
Буду, конечно, это все прорабатывать. Хотелось бы, конечно, на свою тему еще что-то услышать. Вот. А так, конечно, вот нас очень много. И хорошо, конечно, это все, и пускай все это продолжается. В профессионализме людей, которые занимаются с нашими детьми, мы, в общем, никогда не сомневались. А тут еще я была искренне поражена таким вот неравнодушием, абсолютным неравнодушием большинства педагогов, специалистов. Вот. И даже удалось вам, наверное, нас, самых зажатых, зашоренных, замученных жизнью, раскачать. Спасибо вам за это и за ту атмосферу, которую, наверное, мы все здесь создали. Еще одна форма сопровождения семьи в нашем центре – это группа равных. Группа равных – это работа над конкретным случаем, над конкретной семейной проблемой. В ней принимают участие все специалисты, которые работают с данной семьей и ребенком. Воспитатель чаще всего видится с ребенком и родителями, поэтому он и представляет проблемную ситуацию для работы в группе профессионалов. Принцип группы равных – отсутствие главного специалиста. Каждый профессионал вносит свое понимание в решение проблем взаимодействия профессионалов с семьей. Каждый специалист высказывает свою точку зрения на то, как ему видится решение проблемы коммуникации с данной семьей, представляет свое видение причин, почему не складываются продуктивные отношения с родителями, с семьей. Каждый участник привносит то, что может не знать и не видеть его коллега, про ребенка и про родителя. Мы сейчас слушаем каждого от подгруппы и дальше сделаем еще один круг. Значит, от вашей группы кто у нас? Ну, я, наверное. Давайте. Все уже рассказывать? Да, предложение по первому вопросу. И вот то, что мы написали, да, такие вот вещи. Ну, во-первых, родители тяжелых детей, как правило, не умеют видеть перспективы их развития. Они считают их, дурачками, условно говоря, да, и они не знают, какую работу нужно вести и каким шагам вперед нужно радоваться и на что нужно обращать внимание. Поэтому наша задача все-таки научить их видеть эту перспективу. Но это глобально, если подходить. Конкретно как? Значит, если вот мы поняли, что ни логопед, ни дефектолог, никто с этим ребенком не занимается, если есть возможность все-таки привлечь какого-то специалиста, хотя бы минимально, хотя бы там раз в неделю, но чтобы действительно это... Смысл в том, что на этом этапе мы должны заразить маму вот этой энергией, то есть энергией какого-то позитива, какой-то динамики. В вашей группе? Но наши рекомендации, мы для того, чтобы привлечь специалистов, чтобы они все-таки появились, потому что они когда-то были, занимались этим ребенком, у ребенка была достаточно динамика положительная. Нужно лечащему врачу, наверное, поговорить с мамой и объяснить, для чего нужны эти ИПРы. Не для того, чтобы ребенка просто отдать в какое-то образовательное учреждение, а хотя бы для того, чтобы наши специалисты могли привлекать ребенка к работе. Вот такой у меня вопрос, да, мы сейчас работаем с семьей, да, мы пытаемся маму включить в этот процесс, и мы же сами за нее делаем ИПР. Это неправильно. Она должна. Вот с ней надо разговаривать, ее надо убеждать о том, а сейчас по ребенку определить, кто вот более необходим. Давайте определять. Ребенку Вот для на этого сегодняшний здесь. У нас день. результат нашей работы к следующему разу план, что такие-то специалисты должны убедить маму сделать ИПР, и у нас должен быть результат. Сделанный ИПР, там должны появиться, или во всяком случае уже заявлено, на то, что мама в этом направлении работает. Можно я скажу? От того, что мы позовем просто чай попить с нами, не появится этот контакт. Более того, появится раздражение, что вы тратите время их. Они и так очень заняты. Поэтому давайте попытаемся сейчас все-таки подумать, что мы конкретно в этой ситуации можем сделать. Как мы можем понять маме, что нужно, чтобы появилась ИПР, а если она так занята, то помочь ей его сделать. В рамках группы равных создается общее психологическое поле, в котором мы можем рассмотреть семью и ребенка с разных сторон, не задерживаясь на заболевании. Мы учитываем его, но фокусируемся на состоянии родителя, на том, что можно изменить в коммуникации с родителем для того, чтобы он стал партнером своему ребенку и профессионалом. Работа группы предполагает несколько встреч. На первой встрече группы равных составляется общая программа действий. Спустя 3 недели эта программа корректируется.
На следующем этапе подводятся итоги работы и намечается дальнейший план действий. Посмотрим, как может выглядеть результат работы группы равных. Вопросы, которые у нас были, вот на которых мы остановились, над чем мы работали в подгруппах, что было вот в основе того, что вы делали все это время после второго. Что происходит сегодня? Сегодня положительная динамика есть подвижки в том плане, что Вика стала более спокойная, она стала чаще улыбаться, вот уходят вот эти вот негативно защищающие себя вот эти вот позиции, и гораздо легче с нее снять вот эту зажатость и зажим эмоционально-психологической. Если раньше ее трудно было вывести из состояния ступора. Вот как вам кажется, что такое вы делали из нашей программы, или, может быть, на базе того, что мы здесь накреативили, у вас еще какие-то идеи появились? За счет чего вот эта положительная динамика? Ну, здесь, безусловно, вот этот командный подход, когда каждый специалист в группе дал свои определенные нюансы и корректировки, рекомендации, естественно, они были озвучены родителям. При контакте эти моменты были озвучены и переданы родителям как вот методы приема работы уже переноса в семью, чтобы эта модель не только здесь работала, а сейчас, получив вот эти инструменты, да, к действию, она уже и сама получит крылышки такие. И вот девочки, и вот чувствуется родительские, вот детско-родительские отношения начинают выстраиваться, и она видит эту пользу, результат видит, даже вот этот, может быть, малюсенький, и вот результат и на ребенке, и на маме. Очень хорошо. Мне кажется, здесь очень большая была роль куратора, поскольку да, сработал куратор, потому что появилась вот такая индивидуальная связка между родителем и каким-то членом нашего экипажа, конкретным. И да, вообще она звонит в любое время, она скажет, не боится. Да, она не боится, что ругать или за что-то. Да. В нашем центре работают профессионально подготовленные помощники. Их первичной задачей является работа с ребенком. Но мы также и понимаем, что с их помощью мы можем более глубоко проводить работу не только с ребенком, но и с его семьей. Это инструмент поддержки родителя. Это инструмент, с помощью которого мы можем вовлекать родителей в жизнь ребенка. Наши самые опытные помощники посетят семьи, пойдут домой к детям. Наши родители смогут ощутить реальную поддержку центра не только в рамках учреждения, но и дома. Идет серенький волчок и ухватит за бочок. Варюшки. Не качайте сильно, потихонечку. Вот. Я чуть вам песенку спою. Приглашаем к сотрудничеству вас, специалистов будущих, которые, наверное, посвятят свою жизнь вот таким вот деткам. Мы вас ждем, планируем, что будем сотрудничать. Вы не будете потеряны и оторваны просто бродить по организации, вы будете прикреплены к куратору, куратор, занимающийся определенными группами, и непосредственно все задачи, проблемные ситуации будете решать с куратором, а мы вам будем только в помощи. Я хотела, чтобы эти дети, они могли максимально получить то, что и получали мои собственные дети в моей семье. Здравствуй, поздоровайся. Вот он уже выбрал себе друга. Смотри. Я Павел. Вот. Я Доля. Да? Скажи, я Павел. Они очень часто выбирают себе родителей и друзей. У нас на дне Аиста два ребенка подошли и сели на коленки к маме. Все, она их забрала. А вы видите, ребенок выбрал себе друга. Можешь договариваться, когда будет. И встал, все, за руку взяли. Ну, куда ты его увидишь теперь? Сходишь с нами? А потом сюда. Договорились? Хорошо. Ну, пошли.